Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Что он понял о вас? Его мысли. Давайте узнаем, что загаданный человек о вас понял. Что он там себе надумал. И вначале мы выполним сигнификацию, чтобы определить, насколько этот расклад подходит лично вам. Как карты видят ваши отношения? Вот первый наш вопрос. И, конечно, расклад общий, поэтому устройтесь поудобнее, чтобы было более комфортно слушать подсказки интуиции. Определить даже в самом начале, как эти образы карт откликаются в вашей душе. Давайте узнаем, как карты видят, что между вами происходит прямо сейчас, какую историю нам расскажут карты. О чем они хотят с нами поговорить. Давайте узнаем. Итак, что же ваша пара? Хотя я могу предположить, вот так. Начинается с карты Солнца. Сейчас скажу, но я могу предположить, что не обязательно это любовная история, правда? Это может быть просто кто-то из любимых, может быть это с друзьями. Я могу где-то предположить и по работе ситуация. Одним словом, вы перекладываете, а я буду стараться осветить, да, как это может, если какое-то значение будет иметь такое разнящееся, да, как бы отношение. С одной стороны, личная жизнь – это больше чувства, а с другой стороны, это работа. Ну вот пока нам говорит карта Солнца, выбора правильного направления. Вот сейчас каждый из вас немножко сами по себе. Почему, казалось бы, такой же шикарный аркан? Потому что Солнце – это прообраз нашего эго. Это то, как мы хотим создать, так, как мы видим отношения. Это, безусловно, карта выбора правильного направления, причем месяцев 6-8. Вот сейчас каждый из вас определяется. И пусть это, к примеру, даже руководитель по работе, у вас какой-то там, сложился инцидент или вы, может быть, или ничего не сложилось, но вы тоже хотите узнать, насколько вы можете, к примеру, доверять человеку, не ведет ли он игру. Ну, банально, почему бы нет? Ну, а если это личная жизнь, то тогда человек тоже вами загаданный пытается сейчас с чем-то определиться. Определиться как минимум на 6-8 месяцев. Но, как и вы, мои дорогие, так и человек загаданный здесь именно отталкиваются от того, что бы он хотел получить. Так и вы думаете, вы что-то анализируете оба. И при этом, все-таки это старший аркан, вы учитываете внешние события, какие-то обстоятельства, рамки, мои дорогие, это точно. Но позитивная, безусловная, всячески карта, поэтому эта история не закончилась, она с продолжением, это точно. Что еще нам о вас расскажут карты? Ну вот и следом, да, идет как раз 4 кубков, когда мы словно закрываемся. Вот нам показан человек, я надеюсь, это видно. Руки сложил на груди, как будто показывает «я в домике». Да, вот раньше была такая детская игра, сейчас, наверное, так не играют. Но скрещенные руки на груди очень часто говорят, что человек несколько закрывается. Или человек, может быть, у него там какие-то свои вопросы, дела, но есть у него какие-то думы, когда он не может это либо транслировать, либо он в чем-то не уверен. Когда, может быть, не хочет участвовать. Это относится абсолютно к любым вопросам. Вот такая некоторая защитная реакция. Поэтому где-то люди себя выдают, когда вот именно таким образом стоят. Когда скрещенные, понимаете, закрыты. Одно дело держать, как будто поддерживать одной рукой, другую за локоть, да, это разное. А здесь нет, тут вот именно крест. Все, я закрылся. И, может быть, я не могу сказать, что у вас сейчас есть задушевные беседы, откровенные разговоры, когда вы где-то готовы то, что наболело, может быть, а я для кого-то допускаю, что вы это уже пережили, переболели, уже где-то это перегорело. Но вывод-то у вас сейчас какой? Что я лучше буду сохранять сама себя, или сам себя, перекладывайте мужчину на себя. И человек-то он точно так же. Каждый хочет оттолкнуться от того, что лично ему дорого.
Ну, соответственно, у нас еще и пятерка мечей. Ну, был явно конфликт. Может быть, это, знаете, из разряда тихих конфликтов, когда не было вот громогласного обсуждения, не было доказательств, не было вот какого-то фейерверка, да? Но, тем не менее, каждый сам по себе, каждый на своей какой-то волне, будем говорить, и не готовы вы тут открыться партнеру или не видите, ну да, эго, мои дорогие, или не видите целесообразности. Что бы я тут ни сказала, это все как об стену горох. Человек все равно будет отталкиваться от того, что он хочет. Я могу предположить, тут у каждого, конечно, по-своему. Но вот этот император, это вы, мои дорогие девочки, могли и так. Ну, или можете видеть человека, что он все равно не отойдет от каких-то своих табу или какие-то принципы. Может быть, эти принципы и надуманы, но как будто нам не по пути. У нас разное вот это направление. Хотя ни одна карта не сказала, но то, что человек, которого вы задумали, он достаточно сложный, он привык командовать, все-таки император. Император, мы говорим, структура. И поэтому тут двояко. С одной стороны, это могут быть преграды со стороны именно каких-то юридических моментов или невозможность, к примеру, встречи, договориться, подписать какой-то договор, контракт. И с другой-то стороны, человек тоже во власти собственных предубеждений, установок или каких-то принципов. Он настроен, ну, в любом случае, даже если продолжение следует, да, все же аркан Солнца, но тогда это по воле именно загаданного человека. А вы где-то тоже так же думаете, мне надоело, может быть. Вот поэтому закрытость есть. Здесь, наверное, у кого-то даже пауза может проиграться. И даже если вы живете вместе, кстати, обе карты могут говорить о такой, знаете, очень сильной связи между вами. Может быть, это буквально семья или, может быть, у кого-то, ну пусть даже не семья, есть какие-то партнерские отношения, да, мы говорим. Тут есть, знаете, как договоренности по части того, что вы друг другу какое-то слово дали. Или, может быть, это предшествовал вот сегодняшнему моменту долгий период жизни, когда вы, ну, даже пусть взаимодействие какое-то через дружбу было, или пусть вы не оформили даже отношения, но явно вы друг друга знали долгое время. Здесь не будет чего-то такого кратковременного, понимаете? Тут именно что-то основательное. Но у кого-то может совпасть, что вы сейчас вместе, но явно смотрите расклад, потому что вам тоже что-то не нравится, понимаете как? И вот это как, ну, такая разобщенность, каждый сам по себе, каждый сам себе и солнце, и император. И будет либо так, как я хочу, либо никак, либо я закрываюсь. Вот есть такие мысли, мои дорогие. Это правда вами руководит. Может быть, и сложилась какая-то обстановка, которая вам, ну, понимаете, вот, хотя нам не сказали, что есть выбор, да, но как будто этот выбор в вашей душе. Потому что есть тут и внешние факторы, может быть, которые, ну, где-то влияют на ваши отношения. Но есть здесь и у каждого своя настроенность на то, как он видит вообще отношения. Ну, давайте еще, что нам расскажут. Хотя, конечно, по этой карте нам говорят о том, что человек может быть надежен. Нам не говорят по части любви. Ни одна карта про любовь не говорит, наоборот. По четверке кубков здесь ничего не меняется. Здесь какой-то застой. Тут уже надо либо что-то изменить в отношениях, либо вот в таком состоянии, когда каждый закрывается, даже если вместе живут, но, к примеру, не разговаривают. Или нет этого общения. Ну, сколько долго не тянись, видимо, 6-8 месяцев, потом все равно кто-то один из вас будет подводить итоги, делать выбор. Потому что это все равно ограниченная какая-то ситуация, которая не будет длиться вечно. Либо она разрешится, либо она, ну, просто-напросто как-то, знаете, сойдет на ноль и будет все равно. И одной стороне, и второй. По пятерке жезлов информационный хаос. Здесь может быть какая-то неразбериха. Пятерка – это всегда недостаток, застой и недостаток. И недостаток как и информации, кстати, а через информацию приходит наше мышление, осознанность какая-то, да, когда мы правильно анализируем, когда мы, ну, эту информацию
воспринимаем так более хладнокровно. Тогда ведь у нас сейчас время с вами такое информационных технологий, и мы можем тут видеть и слышать самое разное, а истина будет где-то рядом. Вот по пятерке жезлов тут хаос вот этот, он присутствует. Может быть, это хаос в чувствах, в понимании друг друга. Или иногда и люди проходят, мои дорогие, не очень надежные. Я говорю об этом в раскладах. Потому что человек, знаете, с одной стороны, это очень интересные люди. Иногда даже младшие арканы символизируют именно личность, мои дорогие. Так вот, если мы говорим о пятерке жезлов, то это тот человек, который быстро меняется. Это не значит, что он постоянно задумал себе цель кого-то регулярно обманывать. Нет, конечно. Это, ну, наверное, мы все разные. Человек такой, что ему хочется все время новизны, ему хочется драйва, или ему хочется, знаете, чтобы завтра было еще лучше, а послезавтра лучше, чем завтра, понимаете как? Поэтому его эти мысли, он так живет, он так мыслит, может быть, в отношении вообще всего. И некоторые только малые факторы, которые его могут стабилизировать. Это какая-то реальность, может быть, создавшаяся, когда его просто останавливают. Но по этой карте люди сложно делают свой выбор. Почему? Потому что им кажется, что завтра будет лучше, чем сегодня. И это, конечно, очень позитивный момент, это и есть какой-то оптимизм, но это ведь тоже ограниченность какая-то по времени, ты же не будешь вечно в этом драйве, поэтому чаще на этих людей невозможно положиться. И может быть, у вас именно контакты с таким человеком, что-то было обещано, и в принципе вы можете сказать, да нет, я точно знаю, императора все-таки карта выпала. В некоторых вопросах это действительно человек, на которого можно положиться. Но, значит, есть и другие вопросы, которые вообще никак не стыкуются, как личность вами, может быть, поэтому и не понята. И вот теперь непонятно, что он там себе задумал, да, вот буквально. Какое-то солнце, понятно, какие-то приоритеты у него есть. Но как-то это не вписывается ни в мои планы, ни в мое представление об отношениях. Пусть это даже на работу. Но все равно, значит, какое-то сотрудничество. Оно постоянно стопорится. Потому что вы задумали идти, какой-то предполагаемой цели, допустим, или развивать отношения. Вот так они и будут развиваться. Они разовьются, и вроде идет сначала последовательность. И до этой последовательности вы доходите, как будто и дальше вот в такой, знаете, невидимой точке наступает полный ступор. Все, дальше не идет. Либо у кого-то обрываются эти связи, завершаются отношения, человек уходит в молчание. И поэтому мы не можем правильно понять. Вроде император, да, правда, чем-то, может быть, и помогал человек, я такое допускаю. Может быть, и вы ему тоже помогали. Но явно тут было какое-то сотрудничество. Или явно тут были отношения, причем вместе строили планы. А если мы говорим на рабочую ситуацию, смело могу сказать, если это руководитель или пусть кто-то из коллег или компаньоны, там, да, допустим, по бизнесу, и явно был тот период, когда вы думали как один человек, смотрели в одном направлении. Но после этого вот именно это либо пауза, либо, когда точка невозврата, можно сказать и так, когда все начало или рушиться, или, может быть, из-за паузы тоже непонятно было, как к этому ко всему относиться. Либо странно себя повел человек. Ладно, давайте достанем еще вот нам непростую ситуацию. Королева жезлов, это, да, опять руки на груди, мы смотрим, да, и каждый на своей волне. Сильная позиция, и вы человек сильный, и вы, мои дорогие, сильные. И это та, которая умеет хранить молчание, это та, которая умеет свои хранить секреты и чужие. Между вами определенная есть связь. И я не могу сказать, как говорят, ментальная связь, да, потому что, чаще это Луна, это что-то необъяснимое. Нет, тут есть конкретный какой-то пункт, который пока еще не разорвал эти отношения окончательно. Точка какая-то не поставлена. Но посмотрите, закрытость. Вот эта закрытость, она практически, даже, и может быть из-за страха себе навредить, может быть, мои дорогие, от усталости, потому что
Похожие отношения, как на какую-то игру. Двое друг друга явно не понимают. И я могу допустить, что у вас разное солнце, разные приоритеты. Ну, солнце для всех одно, да, но, ну, наверное, как, знаете, мы живем все под одним небом, но видим разные горизонты. Вот горизонты тут тоже могут быть разные. Но вы сейчас настроены себе не навредить, потому что у кого-то буквально, даже если вы смотрите на личную жизнь, сейчас на кону решение финансового вопроса. Может быть, личного дела, творчества, чего-то изучения, решение вопросов по части, может быть, и вот именно продолжение какой-то вашей как цели, намерения, потому что цель всегда есть у королевы жезлов. Но теперь некоторая закрытость, она присутствует именно потому, чтобы я не хочу себе навредить. Давайте мы еще одну карту, шестую, заключительную. Правда, все рушится. Конечно, я должна сказать всегда про образ по башне. Это тюрьма. Это когда-то была тюрьма, это было какое-то место, которое мы считали наше, может быть, там уединение, надежное место, где мы можем отдыхать. Или, может быть, это прообраз может как выступать вашего части дома, жилища, может быть, вопросы с жильем, что-то вот не клеится. Или у человека что-то подобное происходит. Но еще и одновременно внешние события. Это как структура, государственность. Может быть, где человек ваш находится, там тоже меняются законы, там я могу допустить даже, знаете, ну, может быть, эта история связана с его родственниками. Но он сейчас проходит трансформацию. Здесь каждый из вас проходит трансформацию. Вот посмотрите, солнце и трансформация. И как прежде, так не будет. Либо эти отношения нужно пересмотреть и словно практически с чистого листа начинать по башне. Башня ведь нам не говорит о том, что это не может быть продолжено. Почему? Это может быть продолжено, но другими методами, в другой концепции, с другим пониманием, в другом месте, может быть, даже, мои дорогие. Я не случайно сказала, что это у кого-то прообраз дома. И, может быть, кто-то пытается разъехаться. Вот такое тоже может быть. И даже если вы разъедетесь или уже разъехались, аркан Солнца все равно будет держать вашу пару. Ну, пусть даже будет пауза, мои дорогие, ведь это пауза иногда. Но, скорее всего, еще далеко не все точки над «и» были расставлены. Ну, давайте, вы про себя знаете. А давайте мы теперь спросим, как карты видят загаданного вами человека. Нам о чем? А вы попробуйте переложить вашу ситуацию на то, что нам покажут карты. Ну, вот так карты и видят, как я сказала, да, есть какая-то путаница, может быть, и буквально в голове у человека путаница. И вот посмотрите, тут с одной стороны выбор нужно делать. Может быть, это где-то для каждого из вас. Есть мечты. Может быть, это те планы, вот это солнышко, которое было прежде, это то, что вы мечтали вместе, и вам было очень хорошо, мои дорогие. Был какой-то пункт в вашей жизни, когда вас объединяло. И даже если мы по работе, то значит было все-таки партнерство, было сотрудничество. И главное было взаимопонимание, энергообмен. Ну вот теперь абсолютное понимание, что сейчас я в другой как будто плоскости. Как-то темновато. И выбор этот опять же нужно делать. И делать этот выбор душой. И опять же закрытость. Эта закрытость, она, понимаете, карты вам уже сразу хотят подсказать где-то. Как ни иллюзии нам не помогут, так и когда мы долго что-то начинаем анализировать, и в итоге вот эта глубокая философия на мелком месте нам этот выбор сделать не дает. Темнота вот это, надо от темноты уходить. Ладно. Как карты видят вашего партнера или загаданного человека? Что за человек? Состоятельный человек. Человек, который... Нам сразу материальная карта выпадает, и девятка монет это всегда еще и где-то карта одиночки, мои дорогие. Да, потому что финансовый достаток у человека есть. В принципе, все устраивает. Он живет так, как ему нравится. Но и если мы говорим о материальной стороне некоторых вопросов, его не беспокоит. Ну, какие-то сложности, может быть, других людей. Вот правда. Здесь
материализм от начала до конца. Может быть, человеку и свойственны чувства, но он их очень хорошо умеет гасить. Что еще нам расскажет о человеке? Привык командовать, король жезлов, причем это харизматичный лидер. Привык быть этим самым лидером, может быть, отдавать словно приказы, руководить, но участвовать в чем-то никогда не будет. Я часто в своих раскладах говорю, что нет, он не готов. Он в любой момент может дать заднюю или в любой момент как будто раствориться. Да, вроде бы притяжение какое-то, безусловно, есть. Для кого-то из вас, мои дорогие, партнер, личная жизнь, любовь страстная. И у человека, кстати, здесь может быть сильный человек, достаточно обеспеченный, неважно, может быть, он в целях экономии или для того, чтобы, не привлекать к себе внимания, он даже не транслирует вот эту состоятельность. Но это страстная любовь, это страсть через чувства, это желание где-то сексуальное. Это, может быть, даже человек думает, что достаточно близости. Или он может держать именно тем, что вы имеете к нему вот это магнетическое притяжение. Может быть, человек всегда так действовал, понимаете как? Поэтому не ждите от короля жезлов какого-то участия. Приказы он вам какие-то, с ним хорошо мечтать, он вас будет вдохновлять, с ним хорошо путешествовать, строить планы на будущее, но не воплощать их, мои дорогие. Вот на дне нулевой аркан. Может быть, кстати, мы ведь на него смотрим. С одной стороны, человек мог попробовать новые отношения, кстати. Новые отношения. Или думает, я пойду всегда. Вперед будут другие партнеры, будут другие участники какого-то процесса. И я всегда так поступал, я разрывал отношения до какого-то мне нужного момента. Эти отношения длились, а потом все обнулялось. Но я также не исключаю все же расклад общий, что и человек, видимо, сейчас старший аркан, и это есть какая-то внешняя ситуация. Может быть, это вы, мои дорогие девочки, знаете, не похожи на каких-то предшественниц или на какие-то отношения более легкие. Есть в вас что-то такое, что человек и не понял. Он и не понимал, и до сих пор не понял. Возможно, с нулевым арканом вы-то понимали, что происходит, но он вашу вот эту логику не уловил. Может быть, даже он не понял вашу душу, ему казалось, это глупость. Вот правда, почему нет? Но и теперь, видимо, наступает такой момент, когда он таки допускает, вот у него сейчас, да, вот он сам со страстной любовью. А что еще? Ничего. Как-то не клеится. Стратегия человека не работает. И он себя таким дураком-балбесом тоже может ощущать, почему нет. Что он явно что-то упускает или уже упустил. Вот то, что мысли есть, что нет, почему-то, может быть, работала годами такая стратегия, тактика и методы. А вот сейчас нет. Что нам еще расскажут о человеке? Человек, правда, любит путешествовать, человек любит подводить, может быть, к итогу отношений именно к тому, который он задумывает, или так, как он хочет. Но, может быть, я также все же допускаю, карта очень добрая. Я могу предположить, что человек реально не видит выхода, как ему действовать. Он привык действовать по-своему, вверху аркан император. А мирном говорит о том, что что-то завершается. Но именно в этой колоде, вот посмотрите, как Мадонна своим плащом укрывает людей. Может быть, буквально человек молится, потому что, или обращается к Богу, тут зависит все от вероисповедания, но именно к высшим силам, потому что, скорее всего, на данный период времени он не знает, как действовать. Он понимает, что он, может быть, сейчас или чувствует где-то интуитивно, он чувствует, что или мы сейчас как бы начнем какой-то новый этап, но самому, понятно, тут совершенно не хочется как-то, первым, да, идти навстречу. Или это все завершится. Вот так. Но я могу также сказать, что за человек. Человек любит путешествовать, правда, или мечтает о путешествиях. Этот человек может быть очень притягателен именно тем, что есть и магнетизм, есть и сексуальность.
Может быть, человек знает несколько языков или учит языки, да, и этим тоже притягательный. Может быть, общается со всем миром. Может быть, общается посредством интернет. Сидит буквально в разных мессенджерах. Ну, тут и работа нам показана, да, может быть, работает в интернет. У него много общения, у него много знакомых, много планов. Но есть и незрелость. По пажу мечей, да, но и с другой стороны, все-таки выбор какого-то нового направления. Карта однозначно говорит. И любой паш это вестник, а вверху у нас вот эта путаница, информационный хаос. Человек в данный момент, вы знаете, я говорила, да, по пятерке жезлов, что все время идет вперед. А вдруг завтра будет еще лучше, чем сегодня? Вот, ну, где-то по пажу мечей мы тоже идем вперед. Но это осознанный выбор какого-то иного направления, какой-то иной стороны. Но и это хладнокровие, когда мы правильно видим какую-то реальность. Вот хочется уже человеку идти в другом направлении. Но может быть, работа с информацией, может быть, все равно вот эта пятерка жезлов, оно даже есть такие гороскопы, которые буквально соответствуют каждой карте, да, и по дате рождения. Так вот, ну, я условно говорю, вот архетип этого человека может быть таков, что всегда быстро перестраивался, а теперь вот этой палитры, куда я могу и направо, и налево, и вперед, и где-то сбоку. А сейчас вот как будто нет. Раньше было выбор, может быть, из 5 вариантов, а сейчас есть какой-то один. Может быть, это он получил еще какую-то новость. Причем такую, знаете, как реальность, как холодный душ. Может быть, этот человек думает о том, что все же по пажу незрелость проходит или какой-то инфантилизм. То есть, ну, человек ваш, пусть он даже почтенного возраста, но с одной стороны, это шикарно, когда человек молод душой. Но, наверное, некоторая детскость присутствует все-таки, когда он все время мечтает о приятных чувствах. Для кого-то из вас человек состоятельный, например, да, или человек ни в чем не нуждается. Он развлекается, мои дорогие. И вот этот нулевой аркан, который нам переворачивался, вполне вероятно, он будет говорить, это всегда желание, ну, вот этой новизны, понимаете, какого-то душевного драйва, или бабочек в животе, или каких-то прогулок, новизны в отношениях. Он не видит, не умеет строить отношения с одним человеком, и при этом сохраняя как и легкость, как и романтику, как и чувства, и обновлять вот эти отношения. Для него отношения – это кандалы, мои дорогие. Но без них тоже никуда, потому что закончилось какое-то вдохновение. Вот у нас вверху королева жезлов. Ну, мои дорогие девочки, это олицетворение вас самих. Вы сделали какие-то выводы, идете дальше. Но вы закрылись и прекратились эмоции. Но эмоции необходимы для того, чтобы... Иначе драйва не будет, иначе ни вдохновения, ничего, иначе полный какой-то застой. Ладно, что у нас еще за человек? Скрытый человек. Вот посмотрите, в этой колоде Таро она создана по первым, как бы, классическим итальянским картам Ля Папесса. Это карта Верховная Жрица, та, которая умеет хранить тайну. И она построена на исторических фактах, которые скрываются. Много популяризировано, написано книг, кстати, и даже фильмы сняты. Но причем популяризированная информация. Потому что я в свое время искала, поверьте, я это даже озвучивать не стану. Но истина, как всегда, где-то рядом. Так вот, во главе католической церкви много веков тому назад стояла женщина. Был не папа, а папесса. Пусть это был период очень короткий, 2 года 5 месяцев. Кстати, за время, пока она осуществляла свое руководство, люди жили более счастливо, более мудрое какое-то было отношение к людям. Но, тем не менее, это была женщина. Но она это скрывала. И вот человек себя буквально скрывает. Может быть, для него это защитная реакция. Кстати, все-таки давайте так правда скажем. Может быть, человек и вас видит как защитная реакция. Вы, ну, человек, который сейчас, может быть, закрылся, он где-то и ждет от вас. Я могу, кстати, сейчас я по-другому сделаю интерпретацию, вот как
Мы можем переложить этот второй ряд, который символизирует именно загаданного человека. Но, тем не менее, и он-то сам все же какие-то выводы сделал. Может быть, даже в последнее время человек пришел к какому-то выводу, что он вынужден себя сохранять, и, с другой стороны, какие-то долгие размышления навели его на мысль, что не все однозначно, и он, к примеру, заинтересовался эзотерикой. Может быть, карты, таро даже, да. Человек никому об этом не говорит, потому что, ну, тут разные причины. Он ведь более чем материалист. Может быть, вы его, мои дорогие, заставили задуматься. Не только есть материальный мир, есть то, что выше, то, что над нами. И вот теперь аркан мир, я говорила, как Мадонна, укрывающая своим плащом людей, да, вот он поэтому и обращается к высшим силам. Он сам ничего не может сделать, а при этом он мог еще и быть где-то в сложной ситуации. Хоть это у вас может быть сейчас сложная ситуация, может быть, это даже внешние какие-то события, все же первый ряд о вас двоих говорит, и может быть, это как рушится структура, проблемы с домом, проблемы, ну, вообще с тем, что было отстроено раньше, да, как система вашей жизни. Ну, и у человека что-то подобное. Мне хочется сказать, вы где-то похожи. Вы отзеркаливаете друг друга. Вы видите, знаете, ту тень души искреннюю. Вы видите в нем, а он где-то видит вас. Пусть не на 100%, но все равно элемент закрытости или того, что вы ведь тоже сильная личность, вы можете, как и человек, поставить все на паузу и уйти в тень. Как в ночь, да, ушла и пропала, и где что. Пиши, не пиши. Может быть, вначале человек закрылся, но следом вы быстро делаете выводы. Пусть не быстро, пусть этот период для вас был очень тяжелым. Но если так вообще по истории взять, да, рамки, временные истории, на самом деле это будет очень быстро. Ну, по крайней мере, неожиданно. Неожиданно для человека, потому что прежде было как-то по-другому. А здесь именно отзеркаливание в том, как вот методы вы тоже умеете так манипулировать, как и этот человек. Он столкнулся со своей тенью, и он, понятно, он ничего не сможет сделать. Но, наверное, и у вас есть какой-то момент, когда вы понимаете, я воздействовать не могу. Ну, и вы тоже могли закрыться, а уже и не хочу. Вот, может быть, и так. Надоела какая-то путаница. Понимаете, у вас основы понимания разные, а вот методы в чем-то похожи, понимаете как? И именно это, как по судьбе, наверное, все же верховная жрица иногда говорит о том, что, ну, есть что-то необъяснимое, как вселенская какая-то тайна. Почему? Именно вот этот союз двух людей состоялся когда-то, а вот теперь проходит глубочайшую трансформацию. Ну вот, может быть, и, кстати, знаете, теперь второй вариант, да? Это теперь он готов к той женщине, которая закрылась, нести вот этот кубок чувств. За это время, я такое могу предположить, человек, да, он великий материалист. И вот, видимо, произошло нечто в его жизни, тогда я могу предположить, опять же, аркан башня, когда не срабатывают его методы уже, все. И, может быть, переоценка ваших отношений, что вы тоже сильный человек. И теперь, знаете, вас вот этим методом не переиграть. Не, ну, знаете, это как игра смотреть друг на друга, не мигая. Вы точно так же можете смотреть долго. Может быть, по этой карте вы еще что-то говорили человеку. Может быть, вами была какая-то сказана фраза. Прошло время, и ваши слова исполняются. Потому что есть в вас, мои дорогие, какая-то, ну, как пророческая миссия. Вы можете не знать об этом. И вообще быть где-то в стороне от каких-то предсказаний. Но, наверное, поэтому вы пришли на прогноз, потому что вы за собой, может быть, в последнее время, или, ну, как-то так обстоятельства у вас складываются, что вас ведет в сторону непознанного судьба. Как будто научись допускать какой-то альтернативный вариант. Потому что не всегда с позиции логики и здравого смысла нам это помогает оценить правильную обстановку, а может быть еще и отношения.
И вот что-то подобное тоже может быть с человеком, когда прошло какое-то время. Ну и тут он такой весь из себя лидер, да, и вдруг он приходит к выводу, что нет, вот так не пойдет. Аж как? Я не знаю. Ладно, так что же он понял тогда? Но все-таки он понял, что вы пара. Он понял, что он вас любит. Если мы говорим руководитель, понял, что ну, вы, наверное, какой-то очень ценный сотрудник. Или пусть это партнерские отношения по бизнесу. Понял человек, что пусть были какие-то, ну, как и непримиримость, может быть, вполне, да? Или несогласие даже по ключевым вопросам. А тем не менее, он понял, что вы человек надежный. Вы человек искренний. И здесь не получится играть в какую-то игру. Здесь все строится именно на искренности, а не на заинтересованности. И пусть это даже деловая сфера, а все равно она искренность подразумевает. Мне, знаете, какой-то шкурный, извините, интерес, когда ты мне, я тебе. Да, дипломатия, безусловно, есть, но это двое те, которые понимают друг друга без слов. Вот так. Вы его считываете, загаданного человека. И, может быть, поначалу ему это казалось минусом, потому что как бы она все знает, да? Вот она все знает, верховная жрица, да? Это мы сегодня говорим верховная жрица, а раньше это именно была карта, которая так и называлась Ля Папесса. И теперь он понимает, что есть что-то, что от вас скрыть невозможно. Пусть вы не можете это объяснить с позиции логики, но вы-то это как будто видите, вы как ясновидящий человек. Ну, может быть, опять же, это даже какие-то фразы, но вы, как сказали, припечатали. Как печать, правда, сургучную поставили на своей фразе. И объяснить это невозможно. Как вы могли предвидеть, допустим, вчера то, что будет сегодня, тоже невозможно. Где-то ваша логика срабатывает и интеллект. Тут ведь, понимаете, умение, вот это высшее знание, интеллект мы говорим, и предыдущий какой-то опыт. Соединить воедино и сделать правильные выводы. Здесь, правда, а какая-то аналитика. Вы знаете, такой очень интуитив большой и аналитик, интуитивный одновременно. Ну, я надеюсь, вы меня поняли. Так что же он еще понял? Мои дорогие девочки, если любовная тема, то человек на вас подсел. Вот говорят, есть такая фраза, правда? Он понимает о том, что ему было очень хорошо. Он понимает, что вы совершенно другие. Посмотрите, две как карты кубковые, а он такой материалист. Он понял, что вы умеете радоваться чувствам, вы умеете дарить чувства, но должен быть вот этот самый взаимообмен. Без вас сейчас плохо. Воспоминания. Посмотрите, тут, скорее всего, если мы говорим именно о страсти, о близости, о вот физическом сильном притяжении. Да человек был счастлив, ему было хорошо. Вот это он понял. Вы знаете, он живет воспоминаниями о вас. Он понимает, что как вы относились к нему, он так к вам не относился. Вот это точно. Какая-то метаморфоза в человеке все-таки происходит. Старший аркан, колесо фортуны. Посмотрите, какой у нас третий ряд. Император, аркан мир. И далее колесо фортуны. И именно в этой колоде, обратите внимание, отец семейства как будто следит за очагом. И мы говорили, что эта колода создана по классическим традициям Таро. И здесь буквально как Иосиф. И Мадонна с младенцем. Вот так. Вам правда по судьбе этот человек. Посмотрите. Вы трансформируете человека, меняете, а он меняет вас. Вы не просто так познакомились, и человек это понимает. Да, сейчас он где-то, может быть, к высшим силам и обращается, потому что он ничего не может сделать. Но и собственное эго. Тут эго, ну тут у каждого такое эго может быть, но вы-то более, может быть, гибче. Да, хотя и для вас некоторый момент сложен. Возможно, раньше было, ну, как-то проще, легче, когда было доверие, когда были, ну, несколько иные отношения. А теперь вы, раз вы отзеркаливаете, то вы тоже не склонны
делать первый шаг или не склонны договариваться, но все-таки мы смотрим на человека, он буквально надеется на божественное провидение, на то, чтобы высшие силы ему помогли. Что он понял, что вы очень серьезный человек в его жизни, в его судьбе. Это не какая-то интрижка мелкая. Нет, здесь все стоит очень серьезно. Может быть, мои дорогие, он вас боится. И боится не потому, что вы страшные, мои дорогие девочки, а потому что вот вы видите то, что он не видит. Вы это видите через чувства. Не через эмоции, нет. Эмоции – это сознание. А чувства, именно ощущения – это где-то то, что нам дает интеллект. Это то, что позволяет смотреть на пару шагов вперед. Более того, он понял, что вы самостоятельная личность. Вы сами умеете заработать, вы сами умеете отстроить свое благополучие с нуля. И если нужно добавить этой самой работы, вы долго умеете выносить физическое напряжение. Вы сами, он вас даже буквально видит, как человека, может быть, здорового. Ну, понятно, абсолютно здоровых нет, но даже если у вас куча диагнозов, но вы, значит, выглядите, как будто вам все, знаете, как когда-то песня была такая, да, она идет по жизни смеясь. Вот она идет по жизни, смеясь. А что в ее душе? Никто не знает. А там такая твердь, там такой стержень, который ее будет держать от всех невзгод, от всех штормов, от всего того, что, казалось, другие от этого падают. А вы, наоборот, осанку эту только держите еще более ровнее. У вас любые беды, вы всегда поднимаетесь. Это сильные люди. Но это все-таки восьмерка монет. Это еще и тот человек, который умеет что-то делать монотонно и обладает огромным терпением. Он видит вас как что-то невероятное. Как вообще так может быть? И если он, да, и где-то это паш мечей, а здесь у нас получается человек, который скрупулезный, может быть, в чем-то педантичный, но это ему дает возможность не метаться по жизни. И если мы говорим, да, вот вы, мои дорогие девочки, вы сильная женщина, сильная девушка. Тут, может быть, раньше, если мы говорим, вот второй ряд, который обрисовывает именно человека, может быть, где-то он и завязывал даже отношения. Есть же все-таки финансовая сторона, она у него в порядке, по крайней мере, нам карты вот так говорят, вы можете уже где-то ориентироваться, даже если человек этого не транслирует. Так может быть через деньги, через какие-то презенты, сюрпризы, подарки. Человек словно покупал эти отношения. Покупал, а потом вот столкнулся с вами и думал, что ну и с вами такой же сценарий, а тут раз и нет. Это вы его можете также купить, если захотите. Ну, как-то так, да? Ну, понятно, перекладывайте слова. Так что же он понял? Он понял, что было в его жизни очень много дел, которыми он совершенно зря занимался. Было очень много какой-то мишуры, которая его постоянно отвлекала от дел. И он понял, что много сделал ошибок, потому что он, может быть, зависел от каких-то предубеждений, от менталитета, кстати, может быть, в обществе, или от советов друзей, подруг, или от и того какого-то чего-то внешнего, может быть, и внешнего лоска, или того, что мы, знаете, как пафосность какая-то. А на самом деле это не имеет никакого значения. Что еще он понял о вас? Вы правда идете по судьбе. И он очень хочет с вами, я, по крайней мере, вижу так, продолжение отношений. Четверка жезлов, праздник после победы. Вы умеете создать уютный дом, вы умеете вылечить больного ребенка, да, если вот мы говорим, у кого-то и семья могла быть. Вы умеете настойчиво работать, вы не станете пенять мужа, может быть, да, я больше с позиции именно девочек, женщин, пенять мужа, если у него дела как-то криво пошли, вы сами можете заработать хорошо, мы уже с вами об этом говорили. Ведь это карта благополучия, праздника после победы. Это вы всегда поднимаетесь с колен, сколько бы вас ни ставила судьба. Вы знаете как, вот как будто, вы какую-то, знаете, как секретную карту имеете, жизненную, по судьбе. Вы знаете, как нужно и как не нужно. И человек вас видит. Такую дверь, такую надежность. А у него сейчас
некоторый раздрай все-таки в жизни присутствует. Ему именно этого не хватает. Ему не хватает как и чувств. Именно когда вы его вдохновляли. Вдохновение это отнюдь не мало. Потому что если мы даже на уровне мыслей перестаем думать о человеке, мы закрываем для него какую-то невидимую нить вот этого импульса доброго, который помогает как раз вставать с колен. А вы наделены вот этой волшебной возможностью сами. Вы, знаете, как, ну, может быть, лекарь души, ну, вот как по Хирону, да? Это, мы знаем, по Хирону это врачеватель был, могучий кентавр, но он и математик, он и астролог, ну, мифологию, да. У меня на сайте есть статья по Хирону, перейдите, прочитайте, я подробно не останавливаюсь. Но ведь это символ, знаете, как священной раны. Когда человек, именно проходя очень сложные жизненные испытания, тем не менее остается человеком. Он способен сочувствовать, сопереживать, и это есть надежность. Вот он вас видит, знаете, очень сильную личность, которая, сколько бы на колени не ставила судьба, но вы умеете подниматься вновь. И я бы сказала сейчас, что он понял. Хочется быть рядом. Ну вот давайте мы узнаем. Так его мысли. Его мысли. Его мысли, хотя это все его мысли, он понял. Достанем 3 карты на его мысли и давайте все-таки посмотрим, к действиям этот человек собирается переходить или нет. Итак, в конечном итоге мысли к чему приходят? Сожаление. Он что-то сделал не так. Сам как будто иерофант печалится. Его мысли. Глубокое разочарование. Правда, все завершилось. И это тоже карта трансформации. Но человек не видит. И человек даже не знает, как вам подойти, может быть, и так. Он не знает, не умеет, я бы сказала, проходить эту трансформацию, потому что он привык только, ну, как завершать, ставить в чем-то точку. Но чтобы из этой точки, пройдя какой-то, знаете, как хаос перед началом творения, опять же, нулевой аркан, когда это проходит, чтобы отстроить что-то заново. Он разочарован именно тем, вот его мысли, что все закончилось. Его мысли. И вот, кстати, король мечей. Король мечей, это, знаете, ведь это тоже сильные люди. Те, которые могут занимать высокий пост. Это те, которые действительно финансовая составляющая здесь в порядке. И они вот в отношении материализма, тут у них все получается. Но вот не задача. В отношении чувств нет. Как-то сложновато любить. Это основная, наверное, как кармическая задача у короля мечей – научиться любить. Научиться быть в паре, научиться искренне. Понимать или ценить вот этот взаимный энергообмен. Потому что если прежде было больше, где-то этот человек сконцентрирован на материализме, теперь он понимает, что есть что-то невесомое, незримое. То, что очень важно, и то, что неосязаемо. Но без этого невозможно построить счастье. Человек действительно может проходить трансформацию. И для него неизведанная была сфера чувств, отношений. Он тоже где-то прогонял, пропускал через материализм. Или думал, что я все контролирую, этого достаточно. Но если мы говорим о чувствах, это ты не контролируешь. И вот ты из-за этого потерпел фиаско. Да, теперь думает. Теперь он понимает, поскольку с чувствами сложновато, вот этот вот, посмотрите, столбик, да, из карт, хочется сказать, вот эта третья позиция по картам, остается только надеяться на фортуну. Но все же, что ты будешь делать, так и хочется спросить, правда? Что же он будет делать, мои дорогие? Что он будет делать? По девятке жезлов, знаете, это готовится к первому как будто шагу. Может быть такое, но по девятке жезлов человек, как, знаете, глухую оборону занял. Ничего он не будет делать. Но он за вами наблюдает, это точно. Вам кажется, не видит он вас. Нет, видит. Не умеет человек по-другому. Выпадает аркан мага, мои дорогие. Человек умеет манипулировать. Ну, вот такая сложная задача.
И если сейчас он как будто в заперти, да, находится, ну или сам он ограничил с вами общение, это не значит, что он за вами, повторюсь, не наблюдает и не думает о вас, и не продумывает какую-то свою тактику. Но появится он с какой-то манипуляцией. Вот точно. Или пытается решить какую-то тему, но с позиции именно или методами теми, которые ему знакомы. У вашей истории не закончилась, что он еще будет делать. Да вот видите, он сейчас как магу поставили такую задачу, такую дилемму, да. Я нахожусь между каким-то, ну, стопором, да, ступором точнее, ну или стоп, я имею в виду, как вот пауза, все в отношениях, нет ничего, ничего не происходит. И тем, что я бы хотел вернуть, иллюзиями. Как это вот совместить, что вот я сижу, ничего не делаю, и вдруг бы она что-то исполнилась, вернулась, то, что мне было когда хорошо, или когда, ну, я был в какой-то период времени счастлив, но ведь это тоже карта путаницы. Путаницу нужно какую-то устранять. Здесь выбор нужно делать, мои дорогие. Причем этот выбор нужно делать сердцем. Давайте я спрошу, сделает ли он этот выбор сердцем? Ну, как будто все-таки, я бы сказала, это карта, когда человек уходит. Уходит вот из больше, или первый шаг, я больше вижу так, когда мы на что-то решаемся. Давайте я достану дополнительную карту. Сделает ли он первый шаг? Да, он сделает первый шаг. Тут действительно какое-то решение и решимость на этот первый шаг. Иначе ничего не меняется. И король кубков – это тот, который готов делиться. Это тот, который готов отвечать искренностью. Вот мы с вами говорили, да, вот эта двойка кубков. Все строилось на искренности. Ну, хорошо, вот мне хочется спросить, а когда это произойдет? Вот правда. Хотя карты Таро не говорят нам четко о каком-то периоде. Когда будет этот первый шаг? Какое время нам должно еще пройти? Да как будто буквально вот-вот. Туз жезлов. Это ждите скорого известия. Или, может быть, о себе напомнит каким-то, знаете, гордыня же тут явно присутствует. Может быть, через, если смотря чего касается вопроса, уже мы допускаем, да, что у нас могут быть и деловые отношения. Ну, допустим, через других партнеров. Или случайно напишет в мессенджере, или пришлет вам какую-то информацию совершенно отстраненную. Не про чувства начнет говорить. Нет, это не ждите. Он зайдет с какой-то другой стороны. Он как-то вам совершенно по-другому проявится, потому что, ну, не будет вам сразу петь серенаду при луне. Нет. Или сразу говорить про чувства. Он и не умеет, и не считает это нужным. Поэтому ждать, что вот как по королю кубков это сразу начнется с любви, абсолютно нет. Это обсуждение рабочих тем, каких-то вопросов, поездок или какой-то деловой сферы, или что вас тут соединяет, документов. Вот что-то такое, жезлы, дела, работа, бизнес и откуда к нам приходят деньги. И вот здесь туз жезлов, он всегда делит нашу жизнь на период до и после, мои дорогие. Я часто говорю в своих раскладах. Но это буквально вот какое-то молниеносное решение. Ну, пусть не совсем молниеносное, но для кого-то я даже допускаю. Вы эту информацию, новость уже получили. И, может быть, смотрите расклад именно потому, что человек начал искать, может быть, каким-то странным путем, ну, с вами контактов. Правда? К чему идут ваши отношения? Надо какие-то выводы делать. Мы складываем оружие, приводим мысли в порядок. Пауза. И тройка жезлов. Вы будете смотреть в будущее вместе. Вы что-то должны проанализировать и передумать, к чему идут ваши отношения. Я должна сказать, мои дорогие девочки, карта женской силы все же это вот это именно аркан сила. И это ваше притяжение. А нам здесь был показан король жезлов. Тут есть какая-то физиология, которая, знаете, как алхимия ваших чувств, вашей любви. И это все-таки для человека и ваши отношения, может быть, и для вас. Но составляющая очень важная именно сфера близости.
тактильная какая-то чувствительность, скажем так, да, по отношению друг к другу. Но и буквально, когда мы к чему все идем. Вот если у нас солнце началось, да, как тут ведь тоже мы говорили, что карта эго, карта императора. Вот он, лев, да, сидит. А здесь, посмотрите, ручной лев. Лев, опять же, тоже ведь прообраз нашего эго. Так вот здесь мы договариваемся с внутренними эмоциями, причесываем свои чувства, готовы к дипломатии. В первую очередь, это карта дипломатии. Но тут явно будет что-то продолжаться, мои дорогие, к чему все идет. Паж жезлов, да, будет какая-то еще, будет общение, будут вести, будет еще в последующем для вас информация. И к чему все идет, ну, наверное, больше уже не надо тянуть карты. Победа, мои дорогие. Но это будет победа, пусть у каждого своя. Но то, что вот, например, если сейчас, как каждый ушел в глухую несознанку и сидит вот так вот, да, в этой четверке кубков. Я в домике, вот я закрыт. Но, видимо, по шестерке жезлов каждый из вас придет к выводу, что, ну, есть еще какая-то составляющая, которую вы не можете игнорировать. Может быть, в чем-то и вам не хватает человека, да, или вам нужно завершить какие-то вопросы, мои дорогие. Если вопрос деловой, то это точно. На какой-то процент ваша победа определенно будет. Да, не просто договариваться, нам сказали, придется. Поэтому, может быть, и самому, вот не случайно же выпадает четверка мечей. Мы складываем оружие, мы никому ничего не доказываем. Мы приводим мысли и тело в порядок. Мы отдыхаем. Если буквально вы устали, помните, уставшие люди делают ошибки. Тут именно интеллект вам, я уже говорила об этом, и пережитый опыт должен подсказать стратегию на будущее. И где-то то же самое, если мы говорим отзеркаливаете, происходит в отношении человека. Может быть, выстраивать вот совершенно как бы по-новому ваши отношения, но при этом я бы сказала, помните, ведь у нас выпадал так или иначе король мечей. Человек, ему сложно с чувствами, а вы как верховная жрица. Вы та, которая все знает. Поэтому какое-то, может быть, и снисхождение ваше, если для вас важен человек, безусловно, ну, придется делать вам, понимаете, это все-таки реальность. Он не станет сразу, хотя нам уже как будто трансформация, нам сказали о трансформации, вот посмотрите, в конце как раз король кубков и выпадает. Но я буду говорить, возможность компромиссу, возможность договориться есть, мои дорогие. Наверное, это самое главное. Ну, поэтому продолжение все-таки вижу следует, но совершенно в другом формате, с другим пониманием. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю за ваши комментарии, за ваши отклики, за вашу поддержку моего канала и меня. Вы мое вдохновение. Я с удовольствием читаю все то, что вы пишете. Правда, не всегда могу отвечать, времени не хватает, надеюсь на понимание. Но я искренне рада, что у нас с вами формируется такое волшебное сообщество единомышленников. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.